В общем, я тут шла с работы под дождем и поняла, что я уверена, что я нацелена, что я готова снять это видео про свою учебу в Питере. Она уедет в Питер, переедет, поступит там учиться и останется там навсегда. Да, у меня был примерно такой же настрой после 11 класса, я была уверена, что я поступлю. Я подавала в один вуз на одну специальность, и я была уверена, что я туда поступлю. Я точно знала, что если я не поступлю точно на бюджет, то мне никто не оплатит учебу, и я пойду работать. У меня были примерно следующие баллы по ЕГЭ. Я хорошо сдала русский, у меня было 100 баллов, но математику и физику я сдала не очень хорошо. Особенным разочарованием была математика, я сдала ее, по-моему, на 74 балла, хотя мне тогда казалось, что я точно под 90 точно напишу. И изначально я планировала поступить на какую-то прям супер техническую специальность, типа теплоэнергетики или оптики. Что-то, что сулит хорошее будущее. Я выбрала IT. Мне нужно было идти, наверное, на информационную безопасность, но, опять же, как я сказала, я поступила на информационные системы и технологии. Если вам говорит о чем-то название этой специальности, пожалуйста, объясните мне, что это значит, я до сих пор не поняла. Я поступала в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Красивое название, но будем далее называть его ГУАП. ГУАП. ЖЮАП. Я хочу пожелать вам удачи и сказать сразу, что если вы выбираете IT-специальность, то независимо от того, в каком вузе вы будете учиться и в каком городе, 80% результата от вашей учебы будет заключаться в том, что вы будете сами заставлять себя учиться, сами искать информацию. Вуз будет лишь давать вам вектор. Даже самый престижный вуз не сделает из вас приличного человека, если вы такой же инфантильный и безинициативный человек, как я, например. Но в целом я получила диплом, все хорошо, и я даже работаю по специальности, если это так можно назвать, и зарабатываю нормально для своего региона. Да, я не осталась в Питере после учебы, и об этом, почему так вообще произошло, я расскажу далее. Я снова вернулась в свой родной город, я из Чебоксара, если кто не знает, и работаю и живу здесь же, и меня все устраивает. Так вот, это было 5 лет назад, я уже не помню, что было для меня интересно, а что ничего не значило, поэтому начнем с самого популярного и очевидного вопроса: сложно учиться или нет, и насколько вообще вот реально получить диплом и стать хорошим человеком и специалистом. Вся учеба, как ни странно, будет зависеть не от вуза, не от преподавателей, не от того, какая у вас программа, а исключительно от того, насколько вы находчивы, целеустремленные и сколько сил вы будете вкладывать в свою учебу. Учиться легко, закончить университет легко. Если вы хотите быть прям реально супер успешным человеком к выходу, к получению диплома, то, разумеется, вам нужно будет самостоятельно искать какие-то пути собственного продвижения, где-то искать стажировки уже заранее, где-то попытаться подрабатывать, и, в том числе это поможет понять вообще, в какую именно направленность вы далее двинетесь, потому что, опять же, эта специальность, она очень обобщенная, она вообще не дает ничего конкретного, это просто всего понемножку. При этом это не какая-то шарага, нет такого, что ты просто приходишь, улыбаешься, и тебе выдают диплом. Нет. Я поступала в 2018 году, и в прошлом году я закончила, то есть ровно год назад. И в магистратуру далее решила не идти. Давайте обсудим базовую информацию для иногородних, которая, я думаю, интересует многих. У меня в группе, по-моему, всего 2 или 3 человека были местными, а остальные были все иногородние. Практика поступления из других городов именно в данный вуз на эту специальность достаточно высокая. Я думаю, очень важно пояснить по поводу общежитий. Вообще, общежития дают всем, но не сразу. Если у вас хорошие проходные баллы, можете вообще не париться, общежитие у вас точно будет. Разумеется, все зависит от того, в какой институт вы поступаете, потому что везде выделяют разное количество мест.
Общежитий у вуза несколько, и есть еще межвузовское общежитие, в которое тоже можно заселиться. Я жила в общежитии номер 2 на улице Передовиков. Мне повезло, когда я туда заселялась, на моем этаже только что сделали капитальный ремонт, все комнаты были новыми, это было общежитие блочного типа, на этаже было 2 кухни, и остальное это все блоки, как бы мини-квартиры, где 2 комнаты и свой собственный туалет и ванна на 6-8 человек. Единственное, не было у нас штор, и нельзя было сверлить в стенах любые отверстия, даже для штор. На этаже 2 кухни, как я уже сказала. На каждой кухне есть 3 мойки, несколько столов и 2 полноценные плиты. Они электрические, из-за чего они очень медленно нагреваются. Это, конечно, очень плохо, но тем не менее. Холодильников в комнатах не было, их нужно покупать, скидываясь вместе со своими будущими жителями уже на месте. Из техники вообще-то запрещено все, но разрешают использовать электрические чайники. Нельзя использовать микроволновки, нельзя использовать грильницы, вафельницы, нельзя использовать мультиварки. А если вы умудритесь притащить в общежитие что-то из этой техники, ее у вас могут конфисковать до выезда или попросят просто куда-нибудь это деть за пределы общежития. Так было и со мной, у меня была микроволновка, пришлось ее экстренно продавать через Авито, потому что ею запретили пользоваться и просто попросили спустить ее к коменданту на хранение. Электрическую технику нельзя. Там лампы настольные, компьютеры, все это можно. Бытовая техника запрещена. В общежитии есть прачечная, она одна на все здание, там примерно 10-12 машинок, которые регулярно работают, и нужно всегда занимать туда очередь. Прачечная работает с перерывами, не все дни. В общежитии не обязательно привозить или покупать свое постельное белье, подушки, матрасы, одеяла, даже полотенца, все выдают. И это потом нужно все будет сдать в таком же количестве при выселении из общежития. Очень даже удобно брать местное белье у костелянши и, например, раз в неделю его менять. Его будут стирать, отпаривать за вас. Вам нужно будет просто приносить его, оставлять и брать чистое, новое, сложенное, и уже идти к себе в комнату и застилать постель. Я считаю, это очень-очень удобно. На этом, наверное, про общежитие я закончу. Если будут какие-то вопросы, напишите мне в комментариях. Я сниму отдельное видео про жизнь в общежитии, про тараканов, вот это вот все. Это вообще огромная большая тема, и мне реально есть что рассказать. Дальше. А что у нас дальше? Давайте обсудим всю тему, связанную с долгами, с сессией и вообще вот это все. Во-первых, есть некоторые вузы, особенно, например, Чувашский государственный университет. Я не знаю, насколько это регламентировано, но долги некоторые вузы могут прощать на протяжении годов, лет. Если говорить о моем вузе, если в течение 2 недель не устранить все долги после сессии, то вас ожидает комиссия по отчислению и, соответственно, отчисление. В целом, не сдать экзамен сложно. Если вы будете поступать на мою специальность и будете учиться на 53-й кафедре, самые жесткие преподаватели, царствие им небесное, умерли в ковид. Поэтому все, кто остались в живых и до сих пор преподают, на самом деле они все хорошие. Никто не будет из вас выбивать все дерьмо, все будет с вами хорошо, вы все сдадите. Я такой человек, который вообще забивал сильно на учебу. Бывало, просто уезжала в свой родной город на несколько месяцев и в Питере просто не появлялась. Особенно я это практиковала после ковида. Я умудрялась приехать за месяц до сессии и за этот месяц сдать абсолютно все. Бывает такой вопрос, реально ли учиться и работать. Я считаю, что сохранить при этом стипендию будет сложно, но учиться, не отчислиться и работать вполне возможно. Я не работала ни единого дня за все 4 года своего обучения, но я думаю, что я смогла бы. Самые сложные курсы — это 1 и 2 курс.
Вот серьезно, я думаю, самое большое количество людей отчисляется именно на первом и на втором курсе, много людей отсеивается, и нагрузка большая именно на этих курсах. Если вы посмотрите расписание людей вашей направленности у групп постарше, вы увидите, насколько у них более свободный график. Это действительно правда. Бывали дни, когда в какой-то день 5 пар, вот просто вот 5 пар, 10 часов тебе нужно находиться в вузе, приехать и еще что-то сделать там. Но, смотрите, если вы спокойно пережили первый курс, который, в принципе, очень будет похож на учебу в школе, то дальше вам станет легче. Все последующие годы это будет очень простая учеба, будут предметы намного интереснее, потому что они будут именно по специальности, а не какие-то общие. И реально дальше будет легче. Вот серьезно, если вы поступаете и боитесь, что вас отчислят, вот реально напрягитесь первый курс. И если вы переживете первый курс, считайте, что диплом все, уже вы получили его. На первом курсе будет много математики, будет физика, не будет чего-то особо нового, даже в математике. Так, если вы поступаете тоже на IT, я сейчас вам сразу перечислю, будет Object Pascal на первом курсе, видимо, для каких-то основ, просто вот чтобы вас подготовили немножко к этой матерой школе. Дальше будут C++, C#, будет Python, и что там еще будет? Будет SQL, будете базы данных писать, будет в Excel там тоже программирование будет, я уже забыла, как там оно называется. Ну, в общем, будет все, вот реально 3D-моделирование будет, игрушки будете делать на последнем курсе, интерфейсы. Я даже как-то скучаю немножко, поэтому я сейчас по работе этим вообще не занимаюсь. Поступила по специальности работать. В том числе были некоторые предметы, которые тоже вызывают очень много вопросов. Некоторые... Мы там программировали процессоры 74-го года, а на следующий семестр мы программировали процессоры 73-го года. Это даже просто... Ладно, деградация. Так вот, долги, сдача долгов, доп. Сессия. Если так получилось, что вам предварительно на экзамене поставили 2, что маловероятно, обычно все-таки что-нибудь из вас выжмут, и вы получите свою несчастную 3. И если ничего из этого не произошло, и вы попали на кол, вас ожидает следующее. Вы можете в течение оставшихся дней сессии приходить к этому преподавателю и пытаться сдать ему снова. Возможно, у вас получится. Вы сможете приходить с другими группами из параллели и сдать экзамен. Возможно, у вас получится. И если все-таки не фартануло, если все-таки не получилось и что-то пошло не так, да, если вы не смогли ничего списать, если вы совершенно ничего не знаете и вообще даже не умеете импровизировать и мигать глазками, то у вас будет еще целые 2 недели следующего семестра после каникул, после сессии, в которой вы сможете закрыть свой долг или долги. Вам снова проведут экзамен в такой же форме, примерно как он был и на сессии. И если у вас даже так не получится, то будет еще и комиссия. И на этой комиссии вы снова сможете попробовать сдать этот экзамен, или поплакаться, или что-нибудь еще. И если преподаватель, так получилось, почему-то прям совсем ненавидит вас за что-то, то только в этом случае вас будет ожидать отчисление. Вот действительно дойти до отчисления сложно, потому что очень много этапов нужно пройти и завалить, прежде чем вас отчислят. Вот реально нет каких-то жестких таких преподов, которые вот вас возненавидят и скажут вам, что вы недостойны учиться в этом вузе. Нет, даже по рассказам моих людей, знакомых, и потому как я училась в Питере, начинаешь понимать, что в крупных городах преподаватели местных вузов
достаточно современные, такие прогрессивные люди, которые реально профессиональные, и они не позволят себе нарушать субординацию и не позволят себе выстраивать какое-то определенное к вам отношение из-за каких-то личных причин. Они реально будут уважительно к вам относиться. В то время как, например, по рассказам моих друзей, которые учатся у нас здесь в Чебоксарах, в некоторых вузах реально есть преподаватели, которые могут позволить себе вас возненавидеть и попытаться испортить вам жизнь просто потому, что им так захотелось. Реально преподаватели и их профессиональность отличается. Я даже не говорю о каких-то академических навыках и знаниях, просто сам факт того, что люди в больших городах реально более нормальные, чем некоторые люди в регионах. Извините меня, пожалуйста, я не знаю, как это объяснить, но как будто бы они реально более адекватные. Давайте я теперь скажу по поводу автоматов для тех людей, которые вообще не позволяют себе иметь долгов. Смотрите, многие преподаватели действительно выстраивают систему автоматов, и действительно их можно получить. Не всегда 100% гарант, что если вы будете хорошей девочкой или хорошим мальчиком, вас потом погладят по головке. Не всегда. Но есть действительно преподаватели, которые реально выполняют свои обещания и реально ставят вам, например, автоматом 4 или автоматом 3 при выполнении каких-то условий. Например, если вы осознаете, что вам не нужна стипендия и вам нужно просто закрыть сессию и спокойно уехать на каникулы в свой город, то вы можете, скажем, просто сдать лабы и ответить на один вопрос из билета, и тогда у вас будет 4. Либо, например, реально просто сдать все лабораторные работы и передать свою зачетку, и тогда у вас, скажем, будет 3 гарантированно. Действительно, бывают такие автоматы. Бывают автоматы, когда реально вам готовы поставить 5, либо 4, например, посещение всех лекций и при сдаче всех лабораторных работ, такое тоже бывает. Но еще хочу сказать, есть такая практика, можно сдавать некоторые экзамены заранее. Это означает, что как только заканчивается зачетная неделя и начинается месяц экзаменов, которые, как правило, идут не друг за другом, как зачеты, а с каким-то промежутком времени, вы можете, скажем так, прийти на неделю раньше и сдать экзамен вместе с другой группой, несмотря на то, что ваш экзамен должен проходить потом. Стипендии. В ГУАПе есть такой вид стипендии, который предназначен людям, у которых по ведущему экзамену ЕГЭ более 85 баллов. Вам назначается стипендия, насколько я помню, 17 тысяч рублей в месяц. Эта стипендия действует первый курс, и если вы поступаете, например, на ИНЯС, и у вас по английскому больше 85 баллов, то вы получаете эту стипендию. Или вы поступаете, например, на техническую специальность, и у вас по информатике больше 85 баллов, эта стипендия действует для вас. Да. И далее, если у вас есть вообще хоть какие-нибудь вообще любые льготы, если вы получаете какую-то социальную помощь или что-нибудь еще, то у вас 100% будет повышенная стипендия. И, насколько я помню, она не зависит от академических успехов, то есть если у вас есть 3 и вы плохо учитесь, вы все равно будете получать эту стипендию, потому что вы являетесь человеком, который может рассчитывать на льготы, и, соответственно, вуз их тоже вам предоставляет. Обычная стипендия. В то время, когда я училась, у отличников стипендия была, по-моему, 3 800, старосты могут получать, по-моему, больше, и у хорошистов стипендия была 2 700. Сейчас, возможно, больше. И тут же по ценам хочу сказать, что общежитие на момент моей учебы стоило вроде бы 2 600 в месяц. Ваша стипендия будет полностью перекрывать жизнь в общежитии, и вам нужны будут деньги только на то, чтобы питаться и ездить до вуза. И я считаю, это очень демократично. Но даже если у вас не будет стипендии, ничего страшного, у меня ее тоже не было. Я спокойно жила. Вот. Стипендия зависит от того, есть ли у вас 3 и есть ли у вас 4. В некоторых вузах, но не в этом, стипендия зависит от среднего балла. Так что имейте в виду.
Еще есть такой один момент, многие вообще об этом не думают. Давайте я расскажу вам про физкультуру и вообще, как оно работает в вузах. Физкультура при поступлении на очное отделение бакалавриата есть у всех, и никак не отвертеться, и кажется, как будто зачем она вообще нужна, и так в школе эти нормативы поздавали, и достаточно. Нет, физкультура есть, и реально дрочат с ней. Есть и нормативы, есть и жесткие занятия, и нельзя пропускать, прогулы нужно отрабатывать. Да, с этим большая проблема. Я очень не любила этот момент во время обучения, и физкультура была первые 3 курса, на последнем, по-моему, ее уже не было, и слава богу, я очень безмерно, вообще великолепно этому радовалась. И, кстати, на 3-м появилась вместе с физкультурой еще одна дисциплина, которая тоже, по-моему, одноименно называлась, но на ней мы слушали лекции. Представляете, лекции по физкультуре. Давайте я помогу вам справиться с предстоящим испытанием, связанным с физкультурой. Итак, если у вас есть хоть какие-либо болячки, или если вы стоите на учете у кого-нибудь из специалистов, или даже если не стоите, я вам рекомендую встать на учет у какого-нибудь врача и получить справку о том, что вы должны заниматься в спецгруппе. Потому что реально спецгруппа очень сильно облегчит вам жизнь. Занятия у мальчиков и у девочек проходят одновременно, но раздельно. У девочек свой преподаватель, у мальчиков свой преподаватель. Соответственно, тренировки разные, и это не означает, что девочкам легче. Девочкам было сложно. Мне тоже было сложно, я не сразу попала в спецгруппу, я только потом исхитрилась, и слава богу. Но действительно, если вы не человек, который вот прям за ЗОЖ и очень хочет бегать, потеть в середине дня, а потом еще идти на пары, подумайте об этом, и реально я вам рекомендую сделать себе спецгруппу, потому что это очень сильно упрощает жизнь. Мало того, что у вас будут более лайтовые занятия, так еще и, возможно, вам даже не придется на них ходить, и просто вы будете приносить рефераты по каким-то там физкультурным темам, и все у вас будет хорошо. И специальная информация для девочек. Есть система, связанная с месячными для девочек. Всегда отмечается присутствие человека на паре вне зависимости от пола, но если у вас месячные, вы можете передать через своих одногруппниц или даже лично явиться и сказать, что у вас месячные, и вы сможете не заниматься в этот день, но данное занятие отметится у вас как посещение. И вы сможете прогуливать официально, и никто вам за это ничего не сделает, просто потому, что вы будете отмечены в журнале посещения как человек с менструацией. Это очень-очень удобно. В конце семестра, когда преподаватель просматривает вашу посещаемость по физкультуре, чтобы проставить вам зачет, не зачет, он смотрит на количество посещений. И как у нас было, если количество посещений менее 75%, вам нужно дозакрыть нехватающие уроки, то есть прийти и полноценно отзаниматься целый урок, чтобы вам закрыли одно посещение, чтобы ваша статистика в итоге пришла к 75%. Так вот, если вы девушка, те занятия, которые вы пропустили по уважительной причине, тоже будут входить в эти 75%, и это очень хорошо. То есть фактически девушки могут реже хотеть на физкультуру, и при этом такие же 75% и будут. Я, короче, не дошла свой диплом, у меня его нет, поэтому у меня не получится сфотографироваться для обложки, поэтому я сделаю кликбейное немножко фото, в котором я прифотошоплю красный диплом. Да. О, боги. Это видео о том, как жизнь, как учеба в Питере сделала из меня бомжа. Я на самом деле не выявила каких-то огромных минусов, связанных с ГУАПом, но я точно знаю, какие огромные плюсы есть. По секрету. Во-первых, очевидный плюс — это удобный сайт. У ГУАПа реально удобный современный сайт, на котором есть буквально все, если нарыть. Там есть номера, отделения всех всяких деканатов,
отделов кадров, кабинеты, режимы работы, номера, все есть. И там даже можно найти личные номера некоторых преподавателей, то есть их мобилки, даже нашего декана. Я на сайте нашла его номер, когда мне нужно было ему позвонить, и я дозвонилась, и все было прекрасно. Вы понимаете, реально актуальная информация на сайте, реально удобный сайт, и это просто не всегда это осознаешь, но это реально огромный. Это есть бот в Телеграме и канал в Телеграме, где множество тематических бесед, начиная от основного чата до потеряшек, общак и барахолки. Есть бот, в котором есть огромное множество лабораторных работ, отчетов, примеров практик, всяких лекций, списков вопросов к экзаменам, к которым можно заранее подготовить ответы, есть файлы, в которых уже и ответы к этим вопросам есть. В общем, огромная библиотека с всеми отчетами, данными по разным специальностям и направленностям. Это есть все в боте, там можно писать боту, например, имя преподавателя, либо название лабораторной работы, и он будет выводить вам всю информацию, все файлы, которые добавлены там в хранилище. Это очень удобно, потому что можно найти либо пример работы, либо, если пипец как повезет, можно найти прям реально свой вариант работы и взять готовый отчет, как-то его адаптировать под себя и потом, например, сдать. Еще один плюс, он связан с таким не самым объективным минусом. Сразу скажу, что у ГУАПа 3 корпуса в Санкт-Петербурге. Главный, который находится на Большой Морской, и еще 2. Один на Гастелло и на Ленсовета. Если вы в 5-й институт поступаете, то, вероятно, 1-2 курсы, даже 3-й, вы будете проводить на Гастелло, не в главном корпусе. А последние курсы уже будете проводить на Большой Морской. Так вот, Большая Морская — это огромная система зданий, которые как какая-то крепость выстроены, и там довольно сложно ориентироваться из-за корпусов, этажей, названия аудитории. Там есть своя система, не буду ее объяснять, вам ее расскажут, но если ничего из этого не помогло вам ориентироваться в этом здании, есть специально в приложении с расписанием раздел, который поможет вам от какого-то кабинета дойти до следующего ближайшего. Вы просто вводите название, номер аудитории, в котором нужно вам попасть, вводите номер аудитории, возле которой вы стоите, и вас буквально приложение доводит до того места, куда вам нужно попасть. Я, к своему счастью, научилась ориентироваться в этом корпусе, даже, по-моему, уже на 1-м курсе, и смогла адаптироваться. То есть цифры в названии аудитории буквально говорили мне, куда идти, на какой этаж, в какой корпус и в какую сторону. Но если эта система не очевидна, реально очень помогает это приложение, в котором, кстати, всегда очень удобно смотреть расписание. Кстати, я до сих пор не поняла, какая неделя четная, нечетная, красная, синяя. Вот это вот для меня намного сложнее. Расписание, кстати, выкладывают, по-моему, за неделю до начала обучения, так что сейчас, скорее всего, его еще нет. Не знаю, насколько это актуально для большинства людей. Если так получилось вдруг, что вы в школе изучали немецкий, а не английский, то в вузе у вас будет возможность заменить английский на немецкий и продолжить немецкий изучать. Вероятно, у вас будет такая возможность. У меня на потоке такая возможность была, и была у меня одногруппница, которая изучала немецкий вместо английского. И для людей, которые реально нацелены стать профессионалами в своей деятельности, звучит как начало рекламной интеграции. В общем, хочу рассказать про вопрос, связанный с прохождением практики. К сожалению, здесь все печально. Наш вуз, а конкретно моя кафедра, почему-то не предоставляла организаций, в которые можно было направиться, проходить практику. И ситуация обстояла так. Можно было выполнить какую-то работу, что-то вроде курсовой работы, по объему, я бы так сравнила с курсовой, защитить ее, и это считалось бы прохождением практики. С одной стороны, сильно облегчает жизнь, не нужно искать какое-то место, где тебе надо практиковаться, но если вы реально хотите стать специалистом и реально хотите вот как-то начать осваивать профессию прямо на практике,
то вам придется самостоятельно искать место, где вы будете практиковаться или стажироваться, и все в этом духе. Возможно, не у всех кафедр так. Я ничего не искала, поэтому, когда я выпустилась из вуза, у меня был нулевой опыт работы. Жизнь в Питере подразумевает, что вам нужно будет преодолевать большие расстояния, особенно если вы живете где-то в съемной квартире, не в центре, и если вы живете в общежитии. Так вот, обучение по очной форме в вузе даст вам право купить единый студенческий проездной билет. Туда будет входить вроде бы 100 поездок на метро и неограниченное поездок на наземном транспорте любом, то есть трамваи, автобусы, троллейбусы. И он довольно дешево стоит. Я вам настоятельно рекомендую получить такой проездной, взять справку в отделе кадров, или, да, по-моему, в отделе кадров, и отнести ее в метрополитен и заказать там. Еще информация для мальчишек. Я мало об этом знаю, но в вузе есть военная кафедра. И если для вас этот вопрос актуален, вы можете подать документы на военную кафедру, и вроде как там занимает обучение 2 года, и под это будет выделяться 1 день в неделю, из-за чего у других людей в этот день будет выходной. Да, кстати. Обучение будет с понедельника по субботу, но, как правило, в один из этих дней 1 день будет выходным, так как и у других людей, у мальчиков, в этот день будет обучение на военной кафедре. Иногда, редко, бывает и на воскресенье выпадает обучение на военной кафедре, тогда выходных нет. По окончании военной кафедры, которую вроде как довольно непросто окончить, потому что там что-то слышала я, как-то там сложно, и не всем хватает мест, вы, соответственно, станете офицерами запаса. Вроде бы как раньше это освобождало от необходимости далее проходить срочную службу. Но как сейчас, я, конечно, не уверена. Это надо самостоятельно вам уточнять. И давайте в заключение я скажу. Я получила диплом я защитила диплом на 4. Из моей группы диплом защитили все. У всех все хорошо прошло, у многих, очень многих были 5, у меня была 4. Но я смогла найти работу по специальности. Я работаю в местной чебоксарской IT-компании. Я работаю проектным менеджером. Я сразу поняла, что разработчиком я быть не хочу. И я там, человек универсальный, немного тестировщик, немного менеджер, и когда я устраивалась, наличие образования было необходимым критерием, конечно же. Я поступала в вуз на эту специальность не потому, что это какая-то моя страсть, я поступала просто потому, что это была перспективная специальность. Сейчас IT-специалистов сильно размножилось, конечно, и они стали менее востребованными, особенно без опыта. Но да, у меня получилось устроиться и работать по специальности. Я уже целый год работаю. Да, без 1 дня, год. Кстати, поздравьте меня, у меня годовщина на работе. Я уже даже успела сходить в свой ежегодный отпуск, и все пока у меня нормально, и в целом зарплата нормальная, меня вроде как пока устраивает, и могла бы быть она намного лучше, если бы я проявляла больше инициативности на работе, но я человек инфантильный и не слишком-то стремлюсь строить карьеру. На этом, наверное, пока что все. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я сниму 2 часть обязательно, если их накопится достаточно. Если найдутся люди, которые захотят побольше узнать об общежитии, о жизни в ней и вообще об этом всем трэше, который оставил множество травм мне, то тоже пишите. Я сниму еще одно видео уже про жизнь в общежитии. И на этом все. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, жмите лайк, делитесь своими друзьями и пока!